Приветствую всех на канале Первая Раковая ТВ. Сегодня у нас на обзоре кооперативная игра от студии Hazelight It Take-Two. Но перед обзором не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, ведь это помогает развитию канала и мотивирует нас делать больше интересных видео для вас. It Take-Two – это игра в жанре Action-Adventure с элементами платформера, разработанная студией Hazelight Studios. Компания Hazelight была основана опытным шведским кинорежиссером и создателем игры Brothers Юзефом Фаресом. Юзеф Фарес – это человек, который всю свою жизнь играл в видеоигры и в какой-то момент решил, что сможет привнести в игровую индустрию нечто новое. Так, заручившись поддержкой Electronic Arts с их новой программой EA Originals, направленной на поддержание независимых разработчиков и их проектов, Hazelight берутся за создание игр. It Take-Two – это вторая игра студии, но как и в первом проекте, весь акцент идет на кооперативное прохождение, поэтому пройти ее можно исключительно в коопе. Кооп – это режим, в котором два и более игроков сотрудничают друг с другом для совместного выполнения задач. Но в своих играх разработчики Hazelight отказались от использования традиционного кооперативного формата, где вы могли пройти игру и один, а кооператив был своего рода опцией. В играх Hazelight кооператив – это философия, вокруг которого и строится игра. Никакого одиночного режима, весь процесс на экране будет отображаться в виде разделенного экрана, сплитскрин, предназначенного для двух персонажей. Можно играть с другом, как локально на одном компьютере или приставке, так и по сети. Если у вас друзей нет, или они не играют в игры, есть возможность попытать счастье с рандомным игроком в сети. Но чтобы получить весь кайф от игры, нужно играть с кем-то знакомым, поскольку игра идеально подходит для веселого и увлекательного времяпрепровождения. В этом вам поможет еще один важный пункт. Как и в первой игре студии A Way Out, достаточно купить лишь одну копию игры, другой игрок может присоединиться к сессии совершенно бесплатно. If you want to play it online with your friend, you don't have to buy two copies. This one. You only buy one copy and you invite your friend to play with you for free. I mean the entire game for free, for real. Сюжет It Take-Two расскажет нам историю Коди и Мэй, пары, находящейся на грани развода. В один день за семейным столом пара решает рассказать про их расставание своей дочери Роуз. Подростку не нравится такой расклад событий, и в отчаянии она просит у книги любви вернуть отношения родителей в былое мирное русло. Книга принимает желание девочки и исполняет его, превращает Коди и Мэй в маленьких милых кукол. Кем нам и предстоит играть, пройдя через длинную череду приключений в собственном доме и его окрестностях. Эти двое должны работать вместе, чтобы вернуться в реальный мир, несмотря на всю неприязнь друг к другу. По описанию It Take-Two может показаться поверхностным стандартным платформером, но это не так. Только ты начинаешь играть, и мнение об однотипности сразу же улетучивается. Игровой процесс разнообразен настолько, что и уследить не успеваешь, как одна механика меняет другую. Нас ждут и обычный платформинг с головоломками, и шутер, и файтинг, и раннер, и подобие Subway Surfers, гонки, игра на манер экшен RPG и многое-многое другое. Юзеф Фарес не обманул, когда заявил, что ни одна механика не будет использоваться в It Take-Two слишком часто. То же самое и с локациями, разнообразие и проработка которых завораживает. То наши герои оказываются в мастерской с ожившими инструментами, то в замке из подушек, то внутри стеклянного шара со снегом внутри, даже в космосе побывают. И в каждой локации своя центральная геймплейная механика, обязательно завязанная на взаимодействии героев. Например, в одной из локаций наши герои оказываются втянуты в войну белок с осами, где одному из наших героев белки выдают пластмассовую пушку, поливающую вязкой смолой, которая утяжеляет вещи и хорошо горит. Второй же получает пушку, стреляющую спичками, которые могут как поджигать смолу, так и толкать легкие предметы. По отдельности данные пушки практически бесполезны, но если действовать сообща, данная комбинация становится грозным оружием против ваших противников. Один поливает смолой, второй стреляет в нее, и получаем бабах. На подобных взаимодействиях и построена вся игра.
Это, не побоюсь таких слов, один из лучших кооперативов за последние годы. Здесь нет ни одной главы, где один из игроков стоял бы на месте и наблюдал, как другой делает всю работу. Тут нужно постоянно взаимодействовать, общаться между собой, чтобы разобраться в происходящем. И если один начнет сдавать, второй тоже проиграет. Для тех, кому не хватает соревновательного элемента, игра предлагает разнообразные мини-игры. Например, перетягивание каната, стрельба в тире, гонки на улитках и другие. На игровой процесс и сюжет это не влияет. Просто и Take-Two пытается разбавить прохождение мини-играми, которые делают игру более развлекательной и веселой. Что могу сказать в итоге? И Take-Two это веселый парк развлечений, где вы пытаетесь посетить все аттракционы. Hazelight Studios удалось совместить в и Take-Two просто невероятное количество механик. Графике не стал уделять время, вы и так все видите на своем экране. Мультяшность только плюс этому геймплею. Яркая, красивая, с приятной анимацией. Шикарная кооперативная игра этого года, которой приятно будет вернуться. Купив и Take-Two и пройдя ее, вы точно не разочаруетесь. Игре смело можно ставить 9 из 10. Хотелось бы побольше таких игр, но с такими трендами игровой индустрии такой проект вы сможете увидеть только через пару лет от того же Юзефа Фарреса с его компанией Hazelight. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите свои впечатления от игры в комментариях. Интересно будет почитать ваше мнение. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!